BV9320 Pro. Вот такая вот штука. Видели, здесь часики есть, красивенько все. Неплохая камера, 15 тысяч мАh батарея. И это такой себе кирпич, потому что действительно тяжелый. С фонариком даже в 100 люмен. Быстрый, мощный и очень тяжелый. И, кстати, не совсем дешевый, но об этом всем дальше в нашем обзоре на канале Технозон. Поехали. Мы на AliExpress. Вы его увидите сейчас вблизи, буду показывать. Стоит его цена вот на текущий момент такая, чтобы вы понимали. То есть актуальную цену вы можете узнать в описании под видео. Разместил для вас специально ссылку на проверенного продавца. И еще знаете что? Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши самые интересные видео. У нас сейчас в продаже есть 12-гиговая версия на 256. Это конкретно одна, максимальная. На Mediatek Helio G99, 6-нанометровый. Расписание процессора посмотрим. Экранчик у нас 6,7 дюймов, FHD+, IPS 1080 на 2388, 120 Гц. Экран очень неплох. Я вам покажу опять же в обзоре, то есть это неимоверная яркость, как для смартфона за такие деньги. Теперь у нас расширение 12 плюс 12 памяти, то есть у нас к 12 добавляется 12 из хранилища. Еще у нас есть вот этот задний экранчик 1,32 дюйма 360 на 360. Мне вообще кажется, что они сюда просто-напросто всунули какие-то смарт-часы. Просто-напросто. Да, это позволяет нам делать селфи на эту сторону, да, там это позволяет нам смотреть там какую-то навигацию, какие-то сообщения, часики, управлять музыкой. Это очень удобно для того, чтобы не разблокировать основной экран. Они по даблтапу, допустим, активируются. Это, кстати, прикольно. Дальше. Поддержка у нас, знаете чего? GPS GLONASS, BeiDou, Galileo. У нас передняя камера, рассмотрим дальше, 32 мегапикселя фронталочка, 64 задняя. И вот батарея 15 тысяч мАh, просто невероятно. А здесь вот, знаете, написали, очень много маркетинга, но будем обо всем по порядку. 120 Гц дисплей, подтверждаем, все очень плавненько. У нас фронталочка Samsung ISOCELL GD2, 32 мегапикселя. Я, кстати, ссылку на оригиналы фото, вот вы сейчас видите некоторые фотографии с фронталки, с задника, все, я разместил все оригиналы, вы можете закачать и посмотреть их вживую. Задник у нас 64 мегапикселя, это Samsung ISOCELL GW3. У нас 117 градусов ширик. Ну, тут по памяти мы уже с вами проговорили, 33 ватта быстрая зарядочка. Потому, ну, представляете, на 15 тысяч мАh, если без быстрой зарядки, была бы вообще проблемка. Теперь у нас водонепроницаемый, сертифицирован по военному стандарту MIL STD 810AH, само собой есть IP68, IP69K, и тут вот момент такой вот, знаете, вот он сейчас у нас в луже валялся, это он у Лены падал, пока она его тестировала, лиса наша, и вот он у нее валялся в лужах. Ну, знаете, кто всегда грязь найдет, поэтому есть как есть. NFC есть. Ну и дальше у нас тут уже различные моменты, которые мы будем рассматривать. Тут они делают упор прямо на второй дисплей и отвечать на звоночки, и прямо оперировать как простым смартфоном можно. И, конечно же, фотографировать задней камерой, потому что, как всегда, она лучше, чем фронталочка. Все кастомизируется, различные часики. Все хорошо. Также, знаете, что еще они тут вот очень сильно позиционируют? Это у нас вот именно по камерам. Камеры действительно получились неплохи, хотя видео снимает всего лишь в 30 Гц. Вот это напрягает. Вообще все эти характеристики, опять же, можете пойти посмотреть в описании под видео. 2К Beauty Mode. Ну, вообще для активных видов спорта 30 Гц маловато для съемочек. Но камеры действительно понравились. Вот в этот раз они прям поработали. Как всегда, их там не они вообще, а ArcSoft, который им софт для камеры пилит. Поэтому насчет камер сами определитесь. Теперь, смотрите, для игр 10-точечный мультитач, у нас экранчик 6,7 дюймов, ну 2,3К дисплей, это если умножить на количество точек будет, 120 герцовый экранчик, 391 ppi и 240 Гц у нас, знаете что, refresh rate, который опрашивает экран. То есть, когда вы играете, нормально. 500 нит яркость экрана. Можно играть практически во все, потому что его вот, мощность порядка 400 тысяч по Antutu, и можно поиграть даже такие игры, как, например, там Genshin Impact.
Хотя они здесь заявляют 396, у меня получилось 401. Я пробовал на 4G, 4G поддерживает, и он практически не греется. Очень много всего они тут еще понаписывали, и пишут, и батарейный апдейт, насколько ее хватает, вообще реально трудно оценить. До 76 дней в стендбае, и как они пишут, видео это 16,5 часов, игр 15,5, веб это у нас 25,5, звонки 121 час, музыка 54 часов, то есть это достаточно долго, а до 100% он заряжается за 217 минут. Ну, представляете себе, 15 тысяч миллиампер, сколько нужно будет заряжать. Поэтому тут надо уже понимать. Есть обратная зарядка. Это, кстати, немаловажный аспект. Я сейчас возьму это все действие. У меня, правда, все заряжено, я так понимаю. Есть обратная зарядочка. Я беру, включаю. Мне надо подтверждение. Сейчас мы включим. В мой Asus ROG 7. Да, зарядка пошла. Ну, правда, он заряжен. Не, да, заряжает. Слушайте, зарядка есть обратная. Прикольно, по OTG. Да как 4 батареи. Портативная пауэр-станция, диджитал камера, навигационный компас, беспроводной спикер, 100 люмен фонарик. Они тут прям уже распишут, что да, еще и кофе с утра по утрам в постель делают, и еще кофе кое-что под одеялком. Ну, как-то так. Короче, у нас еще и Gorilla Glass 5. Слушайте, вообще, слушайте, все. Переходим, тестируем, делаем обзорчик и делаем выводы. Вот такой вот кирпичао. Честно говоря, очень интересный, тяжелый и большой. Сзади у нас сразу бросаются в глаза вот такие вот часики. Знаете, что они сделали? Они взяли смарт-часы, запихнули просто-напросто на задник смартфона. Очень интересный момент, при том, что у нас еще здесь есть и камера. То есть можно селфи делать на основную камеру. С помощью так вот взяли, сфотографировали. Будет вам мое фото на память, потому что камеру будем обсуждать отдельно. Есть блок камер, есть вот такая вот вспышечка. Моя морда там застряла, короче. Он весь у нас закатан в защитный корпус, есть качелька громкости, датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку. Вот такая вот штучка у нас есть для того, чтобы прицепить ремешок, который, кстати, в комплекте. То есть вы просто взяли, если вы пользуетесь этими ремешками, взяли эту штучку, вставили, и у вас вот таким вот образом и пошли там, если у вас какая-то профессия подразумевает под собой носить смартфон таким образом, то очень будет классно. Есть кнопка, которую можно запрограммировать по все, что хотите, и есть у нас, смотрите, все защищенное. Есть у нас вот такая вот штука, это у нас лоток для сим-карт, на 2 сим-карты, либо сим-карта плюс дополнительный microSD карточку, которую вы можете сюда поставить и расширить память. Хотя не вижу смысла я в этом действии. Вставляем обратно. Снизу у нас есть динамик и спереди у нас фонарик. Кстати, за фонарик отдельное спасибо. Порт зарядки у нас закрыт заглушкой, что говорит о водонепроницаемости. Это хорошо, все очень-очень крепко сделано, очень хорошо. Смотрите, начнем сразу с отпечатка пальцев. Разблокируется очень мгновенно и быстро. У нас на экране пленка, надо разблокировать, все. У нас на экране пленочка. Слушайте, теперь в комплекте, кроме вот этой штуки, у нас есть еще зарядник Blackview на 33 ватта. Есть еще фирменный вот такой вот кабель. Честно говоря, ну там есть еще такая штука для того, чтобы заглушки открывать. Честно говоря, комплект так себе. Даже не положили какой-то китайский чехол и дополнительную пленочку, но это все мелочи жизни. Начинаем его, собственно говоря, обзор, и мы видим с вами очень-очень плавный интерфейс, потому что здесь 120 Гц экран. Для того процессора, который здесь есть, а здесь у нас, ну давайте я сейчас зайду в AIDA 64 и сразу пойду в центральный процессор. Здесь у нас MediaTek Helio, это G99, уже такой популярный проц с 6 ядрами Cortex A55, 2 ядра Cortex A76 на 2 и 2,2 ГГц, соответственно 6-нанометровый. И при этом еще и 64 бит архитектура и система 64 бит. Долбаная реклама. Закрываем ее, и мы здесь видим это BV9320 Pro на MT6789 платформе с памятью 12 на 256 Bluetooth 5.2. За отображение у нас отвечает Mali G57 MP2 на 120 герцовом этом всем действии. И экранчик у нас 1080 на 2388. Ну, как-то оно здесь показывает такое разрешение. Батареечка 15 тысяч мА. Ни много ни мало. Правда, есть у нас быстрая зарядка 33 ватта.
я заряжал ее на 33 ваттах, и она свои честных 33 ватта берет. Но сейчас мы получим до 30, потому что тут все зависит еще от размера батареи, вернее, от состояния заряда батареи. На текущий момент оно показывает быструю зарядку. У нас индикация сейчас 26, ну уже больше половины, он будет заряжать меньше, чем 33 ватта. 33 это на пустую он будет заряжать, потому что к концу батареи ток заряда снижается. Это для защиты от различных внешних факторов. Но быструю зарядочку мы подтверждаем для такого смартфона и для такой батареи это хорошо. Представляете, 15 тысяч миллиампер батарею посадить, это какой-то нонсенс. Сеть у нас сейчас подключен 4G, карточка, мы сейчас выключим наш Wi-Fi, 4G обыкновенный, без какой-либо агрегации, это мы должны с вами понимать, ну за такую цену смартфон и не подразумевает никакой агрегации. Wi-Fi 5 ГГц обязательно проверим. Доступа к температуре нет. По мощности у нас, если пойти посмотреть в Antutu, это 407 118 баллов, что в принципе нормальный показатель, на котором можно даже поиграть. И есть у нас результаты 3D Mark теста, который в Slingshot Extreme набрал 2524 балла, а в Slingshot 3447. Если говорить о самих настроечках, то здесь хотелось бы отметить, что действительно у нас есть с вами, смотрите, плавный экран 120 Гц, можно включить адаптивный или 90 Гц, это у нас уменьшит энергопотребление. О телефончике мы видим, что он работает на DocOS, у нас сейчас заполнено 30 из 256 гигабайт памяти, и можно еще поиграться в дополнение плюс 12 гигов памяти из хранилища, что нам даст 24 гигабайта оперативной памяти в общем, именно ОЗУ. Ну и видите, разрешение экрана здесь так и есть, 1080 на 2388. Здесь также можно управлять задним экраном, то есть мы можем выбрать стиль часов, различные стили часов, например, можем такой цифровой выбрать, у нас здесь он потом появится, то есть вообще его надо применить, вот давайте Apply, появился такой вариант, у нас есть, так, подпись, мы можем написать, например, Технозон, да, давайте напишем Технозон, Apply сделаем, и у нас здесь появится Технозон, отлично, или можем поставить картинку, здесь я в постели пробовал, знаете, лежал в постели с грустным лицом и пробовал что-то придумать, можно таким вот образом сделать, ну тут уж, знаете, есть как есть, ничего не буду от вас утаивать, поставим лучше простые часы. Дальше мы должны с вами провести тротлинг-тест и спид-тест, соответственно, на различных тестах. Я, кстати, я сколько им пользовался, я еще не проводил спид-тест. Для меня было интересно на самом обзоре это все увидеть. А ну давайте вернемся, нажимаем, и я думаю, что можно выбрать там какой-нибудь флагман телеком. Я тут не прогнозирую больше 300-400 мегабит на 5 гигагерцовом Wi-Fi. Да, вот, пожалуйста, до 300 мегабит. Это обыкновенный среднестатистический показатель для такого процессора и его модема. То есть ничего мы здесь какого-то экстраординарного не увидим с вами. Смотрите, 252 на 358. И это нормально, я вам скажу, это хороший показатель. Мы переключаемся с вами на 2,4 ГГц. Смотрим в информации, как он подключился. 5 ГГц, тип Wi-Fi 5. У него стоит Wi-Fi 5 модуль. Еще раз пробуем на 2,4 ГГц. Здесь у нас 40 мегабит, 30-40. Тоже вполне адекватный, 34, вполне адекватный показатель. Давайте ждем. 40 фактически на 40. 40 на 40. И отключаем Wi-Fi. Я не прогнозирую здесь большую скорость 4G интернета, потому что я нахожусь внутри помещения. Пробуем 4G Wi-Fi. Не обещаю, что он здесь будет каким-то продуктивным, потому что мы находимся внутри помещения. При этом у меня бронированные окна, металлом обшитые. Здесь 20 мегабит, это нормально. Где-то мы в центре города, где-то он может показать до 40, до 50. То есть, нет, не заходить. Здесь у нас 20 на 24, на 25. В принципе, нормальный показатель, как для меня. С учетом того, что здесь нет агрегации.
То есть мы это должны с вами учитывать. Также хочется отметить здесь набор инструментов, стандартный для такого рода смартфонов. Это компас у нас есть, при этом реально работающий, который еще и отображается на заднем экране в одном из вариантов исполнения. То есть мы здесь тоже можем с вами найти компас. Также у нас есть замер высоты, где мы вводим свой рост, например, там мой 176, и здесь есть определенные алгоритмы, с помощью которых можно высоту мерить. Фонарик у нас передний, смотрите, какой яркий, слушайте, вообще яркий фонарик, прикольный. Есть у нас шумомер. Видите, я достаточно громко, а могу так, и я не могу даже до сильно громкого. У меня кто-то за спиной кричит. Транспортир. Есть у нас транспортир, можем мерять углы визуально, кстати, очень удобная штука, только она делает у нас переворот. Есть зеркало, какой красивый. Выходим из этого дела, рингтон тревога, а ну, это громко. Есть мерцание экрана и вспышка у нас работает, видите, у нас есть вспышечка. Дальше у нас, вот это, кстати, неудобно. Если бы они сделали фонарик, чтобы мерцал, вы можете его положить куда-то на машину, он будет мерцать. А таким образом вам нужно будет его держать, либо вверх направлять. Это вот не продумали. А есть лупа. Можем с вами залупить что-то. Посмотрим. Что-то лупа мне не нравится. Как и... Ага, вот таким вот образом. Тут надо еще и фокусироваться. О, ну слушайте, ну ничего так, кстати. Ничего так. Есть настенный уровень. Вот такой вот, то есть поставили, и уровень у вас есть. Кстати, они достаточно точные. Есть у нас даже отвес, это чтобы замерить, насколько у кого стоит. И барометр. Барометр рыбаки используют. Часто используют барометр рыбаки для определения циклов рыбьих. Скажем так. Ну что, теперь мы должны с вами провести тротлинг-тест. Мы его стартуем и потом с вами к нему вернемся. Ну, тест закончился. И вы знаете, я не скажу, что это самый худший тест, хотя под конец теста у нас были какие-то, знаете, там скачки с пропуском тактов. В принципе, тест нормальный. Тут у нас все уже мы с вами протестировали, проверили, и у нас осталась камера. Насчет камеры могу сказать, я вам честно скажу, фотографии для такого типа камер очень даже неплохие, при хорошем освещении прям вообще хорошо. То есть они очень отчетливые, качественные, мне они действительно нравятся. То есть мы здесь снимали и видосики кое-какие, смотрите. То есть это даже очень неплохо. Хотя снимает она всего лишь 30 кадров в секунду до 2К. Давайте так, я вот эти все оригиналы фото и видео разместил в описании под видео. По ссылочке можете скачать и посмотреть на качество своими глазами. То есть понять, насколько вам эта камера интересна или нет. Потому что я не сильно большой знаток. Я не DxOMark, чтобы оценивать эти самые камеры. Это, кстати, у нас панорама. Очень прикольно все сделано. У нас есть из функций дополнительных макросы. Вот, пожалуйста, можно макросы снимать. В принципе, макросъемка тоже работает. У нас есть с вами, смотрите, из дополнительного еще монохром, портрет, панорама, ну и ручной профрежим, который действительно неплохо может помочь вам в съемке каких-то нормальных моментов. Есть ночной вид, в видео снимает FHD 2К и HD в 30 кадров. И фото у нас можно, кстати, снимать тоже с HDR. По камере у меня замечаний для такой ценовой категории вообще нет. Но пришло время поиграть. Ну, кроме того, что мы его, конечно же, топили и все остальное, это вы уже видели там фотографии в лужах. Мы во что-то с вами сыграем, потому что иметь 15 тысяч мА не играть, а потом еще, может быть, что-то проиграем. В принципе, со стриминговыми сервисами он справится. Как фильмы посмотреть, и PTV-шечку очень даже подойдет. Я специально сделал звук потише. Звук неплох, но он моно, поэтому оценивать качество звука очень-очень тяжело. Дает нам выставить настройки графики, вот, пожалуйста, высоко, с высокой частотой, хотя, ну, мы все понимаем, что на таком процессоре получить больше там 60-70 FPS у нас не получится, потому что на том же самом Asus ROG 7 смартфоне, который у меня есть, больше 90 не выходит по факту. Давайте, поехали, чуть-чуть побегаем, постреляем, в принципе, оценим, насколько это... Слушайте, а вообще это работает, а что оно не будет работать? Что это у нас за вертушечка стоит? Давно не играл я в PUBG мобильный, когда-то на Твиче стримил.
на Asus ROG. Блин, нафига мне эта компания голых дармоедов? Сейчас куда-то приземлимся, тупо постреляем. И будем играть уже в следующую игру. Вообще нагрева нет вообще никакого. Ну, по крайней мере, я не чувствую. И либо корпус так интересно сделан, либо он действительно не греется. Так, давайте куда-нибудь прыгаем, падаем. Так, залазим. Что-то нам надо найти. Ну, рюкзачок однозначно возьмем. И возьмем какую-нибудь пукалку. Чисто пострелять. С дробовичка очень даже люблю пострелять. Тара-та-та-там, тара-та-та-там. Понимаете, слушайте, а неплохо вообще. 120-герцовый экран, все очень-очень мягко, плавно. Класс. Да не, ребят, я думаю, что можно спокойненько выходить и играть во что-то следующее, в другое. А следующее, я думаю, что World of Tanks меня очень часто... Я не знаю, зачем вам эта игра, но это прям вы как больные. Если вы не поиграли в эту игру, то все, пиши пропало. Так, ну здесь у нас FPS стартовые 60. Видно, конечно, плохо из-за скругленного экрана. Поехали. Да я вообще не вижу здесь никаких проблем, препятствий для игр. Никаких. Сейчас мы посмотрим. 60 FPS четко держит. Вообще четко. Только надо привыкнуть к управлению. Я люблю на геймпаде играть. На вот этой фигне, конечно, играть очень тяжело. Во-первых, у тебя лапы, мои лапы занимают пол экрана, как всегда. А ну вылазьте. Опа, вылетело чудо. Здравствуйте. На тебе. Подпробили его чуть-чуть. 60 FPS держит четко. Стабильно вообще. Как это не пробито? А ну добьем. Ну не я добил, что самое интересное. Да пробил, конечно. Добьем. Да елки-палки. Щетка, не будем дальше тоже томить. Закрываем. Из того, что мы здесь еще можем гоночки сыграть, конечно, в асфальте, прикольно с этим, с акселерометром, интересно, будет акселерометр. Вот эта штука для меня вообще непонятная, честно вам скажу, потому что, ну, часы у нас есть, функционал какой-то есть, а можно музыку, допустим, регулировать. Так. Красивенький Nissan какой, видели? Вообще топчик. Да. Полетели. Слушайте, да ладно, ну будет работать на этом смартфоне все что угодно. Да даже вплоть до игр. Вау, вы видели, какой у меня заходик был хороший? Даже вплоть до игр по типу Genshin Impact. Достаточная производительность, 400 тысяч баллов. Я думаю, что все будет тут отлично. Ой, хотел прыгануть. Ну, что ж ты делаешь? Не успел. А ну давай сюда. Давай мы тебе так сделаем. Веселье. А ну кто там у нас еще? Чуть-чуть. Эх, хотел, не получилось. Ладно, хорошая тема, все хорошо. Что можно поиграть, допустим, еще здесь? Не поиграть, а попроигрывать. Например, те же самые там 4К ролики мои. Мы сейчас с вами протестим. 4К Geoplaces. Та же самая Дикая река. Пожалуйста. Звук, кстати, очень неплох. По качеству звук неплох. Но вот отсутствие стерео. Ой, зачем я выбрал экономию трафика? Не знаю, это уже было. Мне надо выбрать здесь. Вот он до 2К декодирует. Пожалуйста. Ну, он даст нам статистику для... Не дает статистику для сисадмина. На лейере проигрывает. Короче, ребят, и это тоже работает. Единственная функция... Смотрите, как мы его откинули сюда. Единственная функция, которая мне не совсем понятна, но она есть, это вот именно вот этот вот экран. То есть мы здесь можем управлять музыкой, можем управлять, переключать. Также у нас приложение Exercise Health. Мы можем здесь заниматься спортом.
Здесь у нас позиционирование с карты там и та же самая камера, то есть мы можем себя селфить с помощью этой штуки. В общем-то, готов пройти и прорезюмировать данный смартфон. В качестве выводов скажу, вы знаете, китайцы усовершенствуют потихонечку свои технологии. Да, я не рассчитываю, что здесь будут достаточно частые апдейты, но вот за свои деньги это неплохой защищенный смартфон с очень большой батареей. Подходит для военных, правда, нужно выключать вот этот вот экранчик, потому что если разговаривать в окопе, вы понимаете, что может быть. Короче, рекомендуем. С вами был Бабл, Технозон, пока.